начнем публикацию видео по новому нашему софту. И сегодня хотели бы первое видео начать с того, что мы добавили в нашем девайсе. Вот такая вот магнитолка MRZ09. MRZ09. Каразерия. Вроде бы загружается, но в какой-то момент выдает вот такую вот надпись. Причем таких магнитол, именно вот MRZ09, именно MRZ09 Made in Japan, в городе я нашел 5 штук неисправных, и у всех была одна и та же причина. Хотя здесь в данном моменте так она грузится, бывает просто начинает загружаться и зависает картинка, то есть ведут себя по-разному, но проблема одна и та же. Сбой программы в eMMC. Не путаем с такой же очень похожей магнитолой. Я специально взял для демонстрации. Но это 90-я, она made in Thailand. Хоть и по внутренностям она очень похожая. Вот, но эта магнитола имеет другую совсем проблему. То есть я, когда буду сейчас разбирать эту магнитолу, я покажу, какая проблема у магнитол таиландских. То есть там другая eMMC, ну как бы сбоя программ в них не попадалось, но проблема похожая с этими магнитолами, но совсем другая. Значит, для ремонта этой магнитолы нам необходимо ее немножко разобрать. Снимаем верхнюю крышку. Покажу все с самого начала. В общем-то, все это несложно, но затратно по времени, так как перезапись eMMC занимает достаточно много времени. Вот что нам нужно. Значит, плата с процессором. Мы ее тоже выкручиваем. Аккуратно. Включаем все лишнее. Вот, вынимаем. Вот наша eMMC, которую мы будем переписывать. Здесь в данном случае по магнитоле, которую я сейчас сказал, таиландской, при полосках на экране необходимо пропаять вот 2 BGA флеша. В общем-то, проблема эта уходит. Вот. В данном случае в нашей модели нам необходимо поменять софт в магнитоле. Будем заливать софт. Этот софт у нас можно взять, скачать, то, что мы будем заливать в нашем девайсе. Значит, заходим в вкладку, выбираем Каразерия MRZ. Значит, здесь у нас нам необходимо сделать вот такой вот кабелек. Внимательно смотрим по цветам, по цифрам пинов. И мы будем сейчас делать подключение к eMMC. Вот такой последовательности. Так, в общем, начнем. Начнем, наверное, подключать с этой платы. Будем подпаиваться. В общем-то, все достаточно несложно, но, как я сказал, затратно по времени. То есть здесь eMMC 8 гигабайт, и запись ее занимает целые сутки. Поэтому необходимо
магнитолу подключить и оставить, ну, в отдельный компьютер, допустим, и оставить как бы в покое. Так, необходимо удалить одно сопротивление. Мы его сейчас уберем. Вот так вот аккуратно. У тех, у кого возникают проблемы с потерей этих сопротивлений, запаситесь запаситесь каким-то резервом. Можно, в принципе, купить эти сопротивления. Там они от 20 до 47 Ом можно ставить. И эти сопротивления, в случае, если вы потеряете, можно впаять. Подпаиваемся. Аккуратно. Так, на плате мы закончили на этой подпаиваться. Переходим сюда. Эту плату ставим на место. Подключаем массу. И подпаиваем пятый пин. Пятый пин подпаиваем. Все. В общем-то, на схемотехнике показано. Необходимо подать питание на магнитолу. Мы ее включаем. Магнитола, черный экран. Значит, и теперь мы нажимаем Check Connection на нашем девайсе. Read OK показывает. В общем-то, сейчас мы можем считать при необходимости и записать магнитолу. Можем выбрать сектор нужный. Если мы запись остановили в какой-то момент, мы можем потом ее продолжить с нужного сектора. Так как мы пишем полностью, выбираем галочку и выбираем необходимый файл для записи. Так, выбираем файл для записи. Вот этот файл, который у меня уже был скачан, и я его выбираю. Да, забыл я сказать, где скачать файл. Вот здесь. Вот он, этот image. Image NRZ09-2. Почему я взял именно вторую версию этой магнитолы? Потому что ни одной магнитолы 0.9 с версии 2 не попадалась неисправной. Поэтому я как взял за основу этот имидж. То есть все 5 магнитол, которые я записал, все исправно работают. Значит, так, делаем write еще раз так. Выбираем нужное нам имидж и нажимаем запись. Так, нажали запись, и у нас пошла запись секторов. В общем, оставляем магнитолу на сутки примерно, пока запись не дойдет до конца. Желательно компьютер не трогать. В общем-то, или же разделить, там где-то остановить, потом продолжить с того сектора, на котором вы остановились. Ну, желательно, чтобы цельно запись прошла, без всяких остановок. В общем-то, экспериментировать можно, хуже уже не сделаете для этой магнитолы. Так что бояться здесь нечего. В общем, здесь уже я записал образ на магнитолу. Можно остановить мне. Необходимые сектора восстановились. Сейчас мы будем заново все. Можно выключить магнитолу. Так, отключаем девайс наш. Так, отпаиваем все, что мы припаяли. Отпаиваемся. Так, отпаиваемся от платы. Здесь тоже отпаиваемся. Ставим обратно сопротивление. Ставим сопротивление на место, которое мы отпаяли.
Все. Так, дальше собираем. Ставим на место. Включаем. Так, можем включить, проверить. Магнитола загружается. Все работает. Вот, в принципе, по этому моменту все. Но еще хотел бы я затронуть один вопрос, который наверняка сразу же будут задавать. Как снять пароль с этой магнитолы? Значит, чтобы снять пароль с этой магнитолы, заходим в сервисное меню магнитолы. Удерживаем кнопку. Ну, то есть я удерживаю. И 3 раза вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Магнитола перезагружается. Да, я напоминаю, если у нас на магнитоле пароль, то есть не то, что неисправная магнитола, а был пароль. То есть мы заходим в сервисное меню, опускаемся на 11 позицию. Так, заходим сюда. Папка User, заходим в нее. Папка System, заходим в нее. И папка Security. В этой папке, если у вас установлен на магнитофоне пароль на магнитоле, то в этой папке будут файлы. Эти файлы необходимо удалить, как в данном случае, вот сейчас их нету. То есть просто выбираем файл, выбираем, значит, delete. Здесь сейчас не активно, потому что файл не выбран. Выбираем delete и нажимаем удалить эти файлы. После этого магнитола, после перезагрузки магнитола уже не будет просить пароль. В общем-то, по такой же методике можно снять пароль во многих магнитолах Carrozzeria. Все.